У маленьких детей до формирования личности, за которое отвечает структура левого полушария, активно правое полушарие. Можно сказать, что от 3 до 5 лет телом ребенка управляет подсознание. Надо понимать, что в этот период мы имеем дело со взрослой личностью, сформированной в прошлом воплощении. Вопрос только в активности этой личности. В максимальном варианте союзнику, активной личности, пришедшей из прошлых воплощений, удается полностью захватить контроль над телом ребенка. В этом случае ребенок рано начинает разговаривать, даже читать и считать, иногда на иностранном языке. Естественно, что это умиляет взрослых, которые видят в таких способностях предвестие блестящей карьеры и будущих достижений. Реально, в большинстве случаев вундеркинды выздоравливают и теряют свои способности по мере формирования новой личности, возрастания активности левого полушария. То есть способности вундеркинда являются проявлением другой взрослой личности, которая по мере формирования личности ребенка уступает ей руководящую роль. В период, связанный с активностью правого полушария, можно многое узнать о прошлом воплощении ребенка. В Тибете есть целая система отлова хубилганов, так называют воплощения особенно важных для традиции людей. Существует правило, согласно которому важные члены духовной иерархии в ранге настоятелей монастырей и выше должны быть одними и теми же личностями на протяжении веков. Это увеличивает статус и, соответственно, богатство монастыря. Для опознания хубилгана, нового воплощения умершего настоятеля, через 3 года после его смерти монахи монастыря отправляются на поиски в экспедицию по окрестным деревням. Проверяют детей, родившихся 2,5-3 года назад, как правило, мальчиков. Поскольку быть родителями и даже родственниками хубилгана выгодно, то на конкурс тащат всех детей, родившихся в этот период, включая девочек. Суть конкурса в том, что претендент должен опознать и выбрать личные вещи умершего, а в некоторых случаях сообщить пароль, если умирающий настоятель успел сообщить его своим помощникам. После серии тестов комиссия выбирает одного ребенка, которому присваивается статус хубилгана. Он объявляется новым воплощением этого святого.